Здравствуйте, самые лучшие зрители. Меня зовут Полина. Ну что сказать, остатки сладкие. Большие куски от старых джинсов ушли на большие проекты. Остались рожки до ножки, пояса и нижняя часть штанин. Посмотрите, какой у них красивый узор. Для начала соберем центральный, самый красивый фрагмент. Сшивать детали будем за пошивочным швом с открытым срезом. Детали складываем лицевыми сторонами внутрь со смещением 6-7 мм и стачиваем. Затем соединение разворачиваем и прижимаем припуск машинной строчкой. Получившуюся заготовку подравниваем и, ориентируясь на ее размеры, готовим боковые части. Возьмем их с задней части джинсов с карманами. Определим порядок расположения этих деталей. По нашей задумке, декоративная деталь с потертостями будет располагаться по центру, а боковые части будут из деталей с карманами. Для центра задней стороны мы нашли красивую деталь с клапаном. Клапан красивый, но кармана там нет. Соединяем все детали в одну длинную полоску. Размер будем увеличивать тканью снизу и сверху. Здесь как раз будет очень интересно смотреться детали от распоротого пояса. Все потертости дают очень красивый эффект. Вот теперь можно посмотреть и решить, что еще мы можем добавить. У нас есть красивый клапан, значит пришьем карман. У нас простая бытовая швейная машинка, поэтому стараемся ее беречь. Везде убираем лишнюю ткань, высекаем углы, расправляем складки. Следующий этап очень важный. Необходимо укрепить джинсовую заготовку. Воспользуемся дублерином в 2 слоя. Джинсовая сумка должна держать форму, быть плотной. После этого соединяем эту деталь в трубу и готовим деталь подкладки. На нее сразу же нашиваем карман. Обратите внимание, что когда мы пришиваем карман, с обратной стороны подкладываем кусочки ткани, чтобы карман под своей тяжестью не порвал ткань подкладки. И еще одно. Высота подкладки на несколько сантиметров меньше джинсового верха. Это мы делаем потому, что часть джинса будет загибаться внутрь. Еще готовим ручки. Мне нравится носить сумки на плече, поэтому ручки делаем длиной 62 сантиметра. Как определить место пришивания ручек? Находим середину и по обе стороны от нее откладываем по 8 сантиметров. Фиксируем ручки. Затем складываем лицом к лицу, натягиваем на джинсовый верх деталь подкладки и прошиваем это соединение. В тех местах, где вставлены ручки, можно прошить несколько раз.
Когда все готово, будущую сумку выворачиваем наизнанку и зашиваем дно. На джинсовой детали прошиваем полностью, а в детали подкладки оставляем отверстие для выворачивания. После этого приступаем к оформлению дна. Отмеряем в углах квадраты 3 на 3 см. Обратите внимание, что отмеряем мы от линии шва или от сгиба, а не от края. Вырезаем эти части. Затем разворачиваем и прошиваем их. Когда все готово, выворачиваем нашу сумку. Дальше прошиваем ее по верхнему краю, закрепляем машинной строчкой. Вот сейчас можно добавить и еще разные декоративные элементы, пришить шлевки. Ну, еще раз повторяю, что у меня простая бытовая швейная машинка. Вшивать застежку-молнию довольно сложно, очень много слоев ткани. Поэтому сделаем оригинальную застежку из пояса от джинсов. На сумке определяем место для застежки, а на детали пояса убираем всю лишнюю ткань, подрезаем углы. Для начала прошьем деталь пояса по периметру. Затем пришьем этот хлястик к задней части сумки. Сначала направляем его вниз, прошиваем, затем отгибаем наверх и закрепляем. Мы специально убрали часть ткани с внутренней стороны, чтобы было легче шить. После этого к лицевой части сумки пришиваем деталь с пуговицей. И получилась у нас замечательная, очень интересная и оригинальная джинсовая сумка. Такой точно ни у кого нет, потому что при всем желании вторую такую же сделать практически невозможно. У каждой мастерицы получится свой вариант. Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Не ждите чудес, чудите сами. Уверена, что у вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. Ставьте классы, пишите комментарии. Обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить мое новое видео. Огромное спасибо всем, кто поддерживает меня на Бусти. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!